Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня разберем очень важный момент в отношениях Парса и Аси. Алишан принимает решение оставить Гюль рядом с семьей до рождения ребенка, но для Аси это становится новым испытанием. А Парс неожиданно решает забрать жену и уехать туда, где никто больше не сможет причинить ей боль. Перед началом поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно напишите свое мнение в комментариях. И поддержите нас в ТикТок. Там раньше появляются интересные серии и свежие новости. Ссылка есть в профиле и в описании видео. А теперь к событиям. Алишан сообщает Парсу о своем решении. Он хочет, чтобы Гюль находилась рядом и была постоянно у него на глазах. По его мнению, так будет безопаснее. Если Гюль снова попытается сделать какую-нибудь глупость, он сможет вовремя ее остановить. Но Парс сразу указывает на главную проблему. Ты будешь видеть ее каждый день. Но и я буду видеть, и Ася тоже. И здесь Парс абсолютно прав. Алишан думает прежде всего о будущем ребенке и о том, как контролировать Гюль. Но он словно забывает, какую цену за это решение придется платить Асе. Алишан все же обещает, что это будет продолжаться только до рождения ребенка. Он сам займется Гюль и постарается держать ее подальше от Парса и Аси. Парс понимает, что отец уже принял решение. Он не спорит и лишь говорит: «Ты все равно уже все решил. Мне остается только принять это». На мой взгляд, здесь очень хорошо заметно разочарование Парса. Он не хочет очередного семейного конфликта, но прекрасно понимает, присутствие Гюль рядом может окончательно разрушить спокойствие Аси. И именно Ася в этот момент переживает все тяжелее остальных. Ее пытаются поддержать и напоминают, что Парс любит ее и находится на ее стороне. Но сказать человеку «не аруатом, не переживай» намного легче, чем действительно заставить его перестать переживать. Ася понимает, что совсем скоро женщина, которая стала причиной стольких проблем в ее браке, снова будет находиться буквально рядом. И вот здесь происходит самый эмоциональный момент. Парс замечает глаза Аси и спрашивает: «Ты плакала?» Ася признается: «Немного». И тогда Парс неожиданно говорит: «Больше тебе не придется плакать, собирай вещи». Ася не понимает: «Куда мы едем?» И Парс отвечает: «Туда, где никто не заставит тебя плакать. Туда, где мы сможем быть счастливы». На мой взгляд, это красивый поступок, но одновременно очень рискованный. Парс, наконец, ставит эмоциональное состояние Аси выше семейных споров. Вместо того, чтобы заставлять ее каждый день видеть Гюль, он решает просто забрать жену из этой обстановки. Но действительно ли бегство решит проблему? Ведь Гюль никуда не исчезнет. Ребенок тоже останется частью этой истории. Рано или поздно Парсу придется вернуться и столкнуться со всем этим снова. Кстати, дорогие зрители, на каком языке вы смотрите наши видео? Напишите в комментариях, какой язык для вас самый удобный. Нам очень интересно узнать, кто нас смотрит. А теперь появляется главный вопрос: куда Парс собирается увести Асю? Возможно, именно вдали от семьи они, наконец, смогут остаться вдвоем и спокойно поговорить обо всем, что накопилось между ними. А может быть, наоборот, именно эта поездка приведет к неожиданному событию. Мне кажется, сейчас сценаристы специально дают Парсу и Асе небольшой шанс восстановить отношения перед следующим серьезным ударом, потому что слишком многое остается нерешенным. Гюль будет рядом. Алишан собирается заботиться о ребенке. Ася все еще не может забыть произошедшее. А Парс пытается одновременно быть ответственным перед будущим ребенком и сохранить женщину, которую любит. И именно поэтому решение уехать может стать для Парса и Аси либо новым началом, либо последней попыткой спасти их брак. Как вы думаете, смогут ли Парс и Ася наконец побыть счастливы вдали от всех? Или Гюль снова вмешается в их отношения?
Обязательно напишите свое мнение в комментариях. И перед завершением спасибо огромное за вашу поддержку. У нашего канала давно отключена монетизация. Если кто-то хочет добровольно поддержать нас донатом, номер карты будет в описании видео. Ваши просмотры, лайки и комментарии для нас тоже очень важны. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи в следующем видео.